Смотрите, у меня сейчас переходный возраст, мне 27 лет, я считаю, что именно это переходный возраст, потому что я сейчас не понимаю, я взрослый, я не взрослый, вообще, очень трудно понять. Я пытался сориентироваться по своим друзьям, они у меня все моего возраста, но это очень сложно, потому что мы ровесники, но они очень разные, две очень разные группы. Например, один мой друг недавно построил себе дом. Мой ровесник. Позвал нас на новоселье, мы сидели за столом, и другой мой друг говорит такой: видел около входа палку? И я такой думаю, может, строительный мусор, не обратил внимания. А он такой: красивая, правда? Я нашел. Я такой: палку? Ты нашел палку? Чел дом построил. Ты палку нашел? И он такой: ты дом построил? Я говорю: нет. Он такой: а палка красивая у тебя есть? Я такой: базару ноль. Я, наверное, лох в компании. Причем это первый друг, который дом построил, он прям очень взрослый. Мы с ним ровесники, 27 лет, но у него уже жена, у него 2 детей, у него хрен какие взрослые истории. Мы с ним регулярно созваниваемся, он мне недавно жалуется, такой говорит: купил новую кровать, 3 раза с женой потрахались, сломалась. Мне сейчас каждые полгода кровать менять или что? Зал возрастной, я понимаю. Я говорю: подожди пару годиков, с годами кровати все крепче и крепче. То есть через лет 5 купишь одну и до конца жизни. А он прям очень взрослый. Смотрите, я даже не знаю, кем он работает. Я думаю, он просто работает деревенским мужичком. Он же в деревне, у него такие истории очень крутые с работы. Он мне бывает звонит, говорит, у них на работе есть сварщик, взрослый, пожилой дядька, опытный. И у него один глаз нормальный, рабочий, а второй стеклянный, протез. И когда приходят молодые стажеры, этот дядька говорит им, со сварочной маской варят только лохи. Нормальные мужики варят так. И он рабочий глаз закрывает, а не рабочим смотрит. Но стажеры не знают, что глаз не рабочий, и пробуют делать так же. В итоге разрыв сетчатки. И я думаю, этот дед эту шутку не придумал, он ее также узнал. Это стопудово. Я люблю с этим другом созваниваться, потому что для меня это как терапия. Я думаю, такой человек должен быть у каждого жителя Минска, потому что у нас очень странная жизнь. Лично у меня, я работаю на удаленке. Моя работа заключается в том, что я просто целый день сижу и смотрю в компьютер, общаюсь в зуме. Какие-то странные слова, дедлайны, зум-колы, это все. Потом набираю ему, и он такой: а меня сегодня чуть мотоблоком не придавило. Я такой: мой ты золотой. Я говорю, именно созваниваемся, потому что он недавно удалился из всех соцсетей, потому что они якобы отнимали у него слишком много времени. Он говорит: я трачу на Инстаграм в среднем 5 часов в день. За это время я мог бы делать 4 топорища для топора и продавать их на базаре по 8 рублей за штуку. Вот ты считай, сколько денег я теряю, сидя в Инстаграме. Я такой: так, и сколько ты топоров своих уже сделал? Он такой: пока нисколько, но тем не менее. Я прям чувствую, что если он не делал свои топоры, то он стопудово нашел, как себя заебать по-другому, потому что этот человек уже 3 года подряд сажает картошку себе. Не родителям, понимаете? Ему перед этим в Вайбер уведомление не приходит, нет. У него у самого раз в год в голове появляется мысль, потеплело. Надо бы взять выходные на работе, найти коня и заебаться в поле. И параллельно с ним я, его ровесник, тоже сижу такой и думаю: потеплело. Надо бы взять выходные на работе и покататься на самокате по городу, потому что это мне ближе. И вот он в этом году, прикиньте, сентябрь, зовет меня в гости, я такой: дурака нашел. Ага. Поеду в сентябре к тебе в гости. Я маму блокирую на сентябрь в Телеграме, а ты думаешь, я к тебе поеду? Придумал. И он говорит: а я просто решил, что слишком неэффективно трачу свою молодость. Я за лето собрал себе трактор. Собрал, понимаете? Не купил, собрал. Я лично проходил практику на тракторном заводе. Я до сих пор думаю, что трактор собирается, из трактора и тракториста. Потом у них появляются маленькие тракторята, я не знаю,
Он собрал, это гениальный человек, собрал трактор, собрал друзей на новоселье, тоже очень, знаете, попробуй, чтобы не слился никто. Я думаю, он за зиму соберет Речь Посполитую. Сильно не радуйтесь, он ее на куфоре продаст, потому что, зря собирал, что ли. Чего она будет? И я нормально к этому отношусь, это его жизнь. Мне просто непонятно, откуда такие люди берутся в нашем поколении. Я думал, эта привычка заебываться больше присуща нашим родителям. Есть у кого родители жил по принципу «не заебался, день не прожил». Да? И я не знаю, как с этим бороться. Мама эти огороды сажает постоянно. Говорю, мам, нахрена ты их сажаешь? Она такая, так пару грядочек буквально. Только для себя, пару грядочек, только для себя. Помочь приедешь? Возьми в выходных дня 4 на работе. Только для себя. Я говорю, блядь, приедь на дачу, просто отдохни. Вот ляг, отдохни, все, кайфуй. Она такая, так а как же? А соседи-то уже все посадили. Соседи-то уже все посадили, а я как же? Я такой, блядь, этот человек все детство мне говорил, а если все с крыши прыгать пойдут, тоже пойдешь? Нет, мама, не пойду, буду картошку сажать с тобой. Куда я пойду? Я не знаю, как это у него в голове работает. У него такой принцип, если ты что-то делал и не устал, то делал неправильно. А я как-то думаю, надо что-то с этим делать. Я пытаюсь дарить какие-то ей приборы бытовые, чтобы она ими пользовалась, чтобы ей было легче. Она ничем не пользуется. Вы купили ей электрочайник, такой, который кипятится. Она как кипятила на газу, так и кипятится, свистком, который это чайник. Стиралку ей купили, она такая, да руками перестерну, всего-то постельное белье, да? Хуйня какая. Я думаю, на будущее просто, когда буду дарить, не говорить, что покупал это. Просто буду говорить, смотри, шел к тебе, соседи выбросили. И у нее откроется другая ее сторона, а кто такое выбрасывает? А можно ж пользоваться, и будет пользоваться. Так это у нее работает. У меня просто другие развлечения. Я заливаю кабину, давайте так. По выходным я развлекаюсь так. У меня недавно была история, я в 5:30 утра, пьяный, оказался в гей-клубе. Опять. Меня не пугает то, что оказался в этом заведении, меня пугает это ебучее опять, потому что это все меньше и меньше похоже на случайность. Я бы мог сказать, я не понимал, что это за заведение. Нет, в гей-клуб так просто не попадете. На входе меня раз 20 предупредили, тебе точно сюда нужно? Ты уверен, что тебе сюда нужно? А я за пару часов до этого, тем же вечером в одном баре пил пиво, и мне продали пиво в 2 раза дороже, чем оно стоило. Поэтому на входе говорю, я лучше буду пить в баре с геями, чем с пидорасами, поэтому погнали. Единственное, что я не помню, как мне пришла в голову идея туда поехать. Вот этого я прям не помню. Возможно, я хотел позавтракать, вбил в гугле «Яичница Минск» и перешел не по той ссылке случайно, возможно. Что самое печальное, меня там узнали. Подошел какой-то парень, говорит такой, а я тебя знаю, ты стендап-комик. Я такой, ты меня не знаешь. Нет, ты меня не знаешь. И я хотел быть популярным комиком, я хотел, чтобы меня узнавали. Но почему Бог меня услышал именно в этот день, да? Гей-клуб — это последнее место, где хочется увидеть своих знакомых. Спас ситуацию его друг. Подошел его кореш, увидел меня и такой, так это ж Воскресенский. Я знаю, что похож на Воскресенского. Мне это не нравится самому, да? Но в этот раз я говорю, да, это я. Расскажи всем, где ты меня видел. Сфоткай, давай, сфоткай меня, Реально похож. Да, серьезно, реально похож. Я толерантен геям. Давайте проясню. Я толерантен геям. Я считаю, что все должны быть толерантны, потому что геи — это обычные люди. И недавно даже Папа Римский высказался в защиту однополых пар. И слышали, кто-нибудь слышал эту новость? Похлопайте. Нет? Да, я когда прочитал, думаю, чел прям шарит, это очень хорошо. Если вы не в курсе, это Папа Римский Франциск, он уже говорил, что мастурбация больше не смертный грех. Это прям...
Мы не будем говорить в аду. Да. Он говорил, что хороший секс и вкусная еда — это прям в высшей степени наслаждения, а теперь еще и однополые пары. Я думаю, Франциск — это первый в истории католической церкви римский папочка. Шуга дэдди. Он выбрал позицию, типа, ребята, я не обещаю вам рай после смерти, я вам дам рай при жизни. Я думаю, за время его папства у многих заповедей появится «но». Типа, расслабься, живи как хочешь, кайфуй, не парься, только не убивай никого. Но, если человек конченый, если он тебе в Телеграме шлет 10 сообщений по 2 слова в каждом, можно, можно. И не укради. Но, если ты решила украсть мое сердечко, я не против. И не упоминай имя Господа напрасно. Но во время оргазма можно. Если твой мужик нашел твой клитор, это чудо Божье. И не пожелай жены ближнего своего. Но если они сами зовут тебя на МЖМ, не обламывай людям кайф, не будь душнилой. Когда выбирают Папу Римского, может быть, знаете, из трубы резиденции идет белый дым, да? Когда выбрали Франциска, шел тоже дым и воняло травой на весь Ватикан. Папу Римского по правилам выбирают пожизненно, но я думаю, Франциск — это не тот папа, который умрет. Этот папа уйдет за хлебом. И прикол в том, что это не самый отвязный папа, прикиньте. Ну, за всю историю были такие, которые употребляли наркотики, они устраивали оргии, они жили не на свои деньги. Но чтобы не путаться, для них придумали отдельный термин. Их называют не папа римский, а патриарх. Да, это... Мне еще нравится история, не знаю, может быть, тоже ее слышали, что однажды папой римским стала женщина. Кто-нибудь слышал об этом? Нет? Вот, это познавательное шоу, чего вы хотели. Не только смешно, но и познавательно. Стала женщина, причем это получилось так, потому что никто не понял, что это женщина. Она была похожа на Папу Римского. И я вот что думаю. Если ты так сильно похожа на Папу Римского, за что ты так сильно любишь Бога? Ну, потому что он тебя как будто бы совсем нет. Ну. А она прям была похожа на Папу Римского, потому что никто бы и не понял, что это женщина, если бы она однажды не допустила очень глупую ошибку. Она ехала по Ватикану верхом на лошади и совершенно случайно, такая глупость, родила. Это же случайно получается, да? Это ж никто бы не мог подумать. После этого пару столетий подряд была такая традиция, что специальный человек после избрания Папы Римского рукой проверял, мужчина ли это. Сейчас эту традицию уже отменили, сейчас уже цивилизованные люди просто на собеседовании спрашивают, в декрет не собираетесь? Нет? А то у вас возраст подходящий, часики-то тикают. Я сам католик, я поясню. Я сам католик, я рос в очень религиозной семье, но в детстве очень трудно быть верующим, потому что вся религия связана только с запретами. Ну, у всех воскресенье начиналось по традиции с диснеевских мультиков. Там Аладдин, Чип и Дейл, Черный плащ. Да? Да? Было? Да? Меня вместо этого в воскресенье утром везли в костел. Для меня Черный плащ — это ксенц. Это... Сильнее всего напрягало, что говорили, Бог все видит. А я подросток, на минуточку. Я говорю, прям все видит? Такие, прям все видит. Я такой, вот все видит. Они такие, все видит. Я такой, да какой он смотрит, ну. Отвернись. Занят, не видишь, что ли? А потом все удивляются, почему парни так любят отправлять дикпики. Потому что я с 12 лет привык дрочить, когда кто-то смотрит, но... Я по-другому уже не могу. Мне нужно кому-то показать, типа...
Меня в детстве отправляли к бабушке, это был просто апогей религиозности нашей семьи, а это Западная Беларусь, на секундочку. И у всех же бывало, что вы засыпая, рассматривали узоры ковра на стене, да, такого ковра. И у меня при этом на соседней кровати по-польски молилась бабушка. До 10 лет на этот психодел заменял клипы Продиджи, понимаете? Она говорила по-польски не только когда молилась, она просто говорила по-польски, потому что так было принято в тех местах. И я за лето нахватаюсь от нее польских слов, приезжаю домой. Одноклассники с меня ржут из-за этого. Но прошло 15 лет, и все изменилось. Потому что хорошо смеется тот, кто смеется с картой поляка, сучки, да? Я в целом считаю, что религия — это интересно. И я начал так считать только с возраста, когда углубился в тему. Потому что вы вообще задумались, что в честь миссионеров назвали позу в сексе? Миссионеров! Ну, причем не самую скучную позу. Это поза, в которой можно закинуть ноги на плечи, можно придушить партнершу, можно пощечину дать. Да, все же помнят, Иисус говорил, ударили по левой щеке, поставь правую и скажи «сильнее». Да? Все в детстве мечтали быть космонавтами. Я не понимаю, потому что в честь космонавтов позу в сексе не называли. Но объективно. Если была Гагаринская, это была бы про того мужика, который говорит «поехали», а потом тупо лежит. Или Терешковская, когда у тебя просто первый раз с женщиной, да? А до этого был мужик и собака, но... Я считаю религию интересной именно вот здесь, на земле, потому что то, что обещает религия после жизни, это очень странно для меня, потому что у всех популярных религий примерно одинаковая система поощрения и наказаний. Это рай и ад. Причем меня лично мотивирует ад, особенно летом, особенно в плюс 34. Одна мысль, что так душно может быть не 2 недели, а вечность, прям заставляет задумываться. Ну, сильно моя жизнь не меняется. Нет, просто на всякий случай вместо фразы «доебал я в рот» начинаю говорить «не приведи Господь». Стелю себе соломку так, на всякий случай. И меня совсем не мотивирует рай, потому что по описанию это просто красивый сад. Просто сад. Я помню, как в детстве священник нам говорил то, что типа в раю начнет бесконечное счастье. Я такой, сам вообще веришь в это, нет? Тут у тебя Мерседес. Там ты будешь даже без трусов. Возможно, он представлял, что сад будет детский, но... Мы католики, да, типа... Это несправедливо, потому что не так хорош рай, как плох ад. Смотрите, ты можешь всю жизнь быть очень плохим человеком, убивать, грабить, торговать наркотиками и после смерти в вечность гореть в костре, как будто бы справедливо. Но ты можешь прожить очень скучную жизнь. Молиться, поститься, секс только для продления рода, и после смерти попадешь просто в тенек. В тенек. К таким же, как и ты, проебавшимся. Возможно, я не прав, но только подумайте, сколько людей уже послушало истории про беспечное существование, а в итоге оказались просто в лесу, под польской границей. Репетиция перед раем, ребятки, это... А в раю скучно. Я считаю, что в раю скучно, и думаю, тоже об этом когда-то задумывались, да, потому что веселые люди в рай не попадают, объективно. Даже в Библии написано, что в раю скучно. Там сказано, Адаму стало скучно, Бог взял его ребро и сделал женщину. И я думаю, в этой истории вырезан большой кусок, потому что слишком радикальный переход. Скучно, взял ребро. В оригинале история была такая. Адаму стало скучно, об этом узнал змей-искуситель, и говорит, пс, если удалишь ребро, дотянешься. Бог увидел это слишком поздно. Он застал Адама с ногами за головой. Он взял ребро и сделал женщину. Теперь как будто бы логично, да? И Бог сказал, типа, ты у меня на карандаше.
Еще один твой проеб, и я сделаю ей лучших подружек. Это шутка. Все мы знаем, что подружки твоей девушки — это от лукавого, да, это...